капеллан в американской армии. I also work for an organization called Crew Military. А также я работаю в организации, которая называется Crew Military. And while we're waiting for the PowerPoint, I'll read a couple of quotes. И перед тем, как мы начнем с нашей презентации в PowerPoint, я хочу несколько цитат зачитать для вас. This is from a captain in the United States Army. Это история одного капитана в Соединенных Штатах Америки. I had a beautiful wife and 2 healthy sons. У меня была замечательная жена и 2 здоровых сыновей. I was an all-American youngster, a quarterback, a West Pointer, and a combat hero. Я был парнем, всей душой поддерживающим Америку, защитником в команде West Pointer, бойцом. For valor in Afghanistan, I was the president's guest at the 2003 State of the Union address. За проявленную в Афганистане отвагу был приглашен в 2003 году на встречу с президентом. As a symbol of respect and appreciation, my men gave me a Colt 45 pistol, a World War II edition, and with parkerized plastic grips. Как символ уважения и признательности мне подарили кольт времен Второй мировой 45-го калибра с улучшенными пластиковыми рукоятками. Leaders like you come along once in a lifetime, they said. Мне сказали, такие командиры, как ты, бывают только раз в жизни. That was 5 years ago. Это было 5 лет назад. Of course, now that was about 12 or 13 years ago. Сейчас это уже 12-13 лет назад. Today my pistol is rusted, my medals are misplaced, and my uniforms do not fit. На сегодняшний день мой пистолет заржавел, медали потерялись, а форма не подходит по размеру. I don't even wear a uniform anymore. I've been discharged from the army. Я ее и не ношу, собственно, ведь я уволен из армии. And yet I still fight. И все же я еще сражаюсь. I fight in a war of my own, battling an unseen enemy. Я продолжаю вести свою собственную войну, сражаясь с невидимым врагом. I dream of combat every night. Каждую ночь мне снятся сражения. I see the faces of those I lost under my command. My anger rages. Я вижу лица всех, кого я потерял за время своего командования. My shrapnel wounds have scarred over, but my emotional and spiritual wounds are still open. Мои раны от осколков давно зажили, но эмоциональные и духовные раны все еще кровоточат. I led a battle I'd been training for my whole life, and it changed everything. Я вел сражение, я учился этому всю жизнь, и это изменило все. My story has been much publicized in the media for 2 contrary reasons. Моя история получила широкую огласку в СМИ по 2 противоположным причинам. A Dateline special about my leadership against harrowing odds in battle. В ленте событий на NBC написали о мудрости моего руководства сражений. And a front-page Wall Street Journal feature on me being unable to cope with the aftermath of war. А Wall Street Journal поместил меня на обложку, рассказывая о моей неспособности справиться с последствиями войны. How could I show so much personal courage and proven fortitude in combat and now be losing the battle for my own mind? Как же получилось, что, обладая недюжинными отвагой и мужеством неоднократно доказанными в бою, я проиграл сражение в собственном разуме? That was Captain Nate Self. He used to be in the Army, the United States Army. Это история одного капитана Нейтана Селф, капитан в отставке армии США. Now I'm going to read an introduction called Where Was God? А сейчас я хочу прочитать также цитату одного отрывка «Где же был Бог?». He was only 20 years old. Let's call him Mike. Ему было всего 20 лет. Давайте назовем его Майк. Just like Nate Self, whom you just heard about, Mike loved America. Точно так же, как Нейт Селф, о котором мы только что прочли, Майк любил свою страну. Mike loved people. Он любил людей. He wanted to defend America against the atrocities of terrorism, so he joined the army. Он стремился защищать свою страну от террористов, жаждущих смерти, и поэтому он пошел в армию. His compassionate heart led him to be a medic. У него было сострадательное сердце, и он выбрал медицинское направление. His training was brief and intense, and he was quickly declared qualified to be a combat medic. Обучение было интенсивным и недолгим, и довольно скоро он стал вполне квалифицированным, чтобы стать военным врачом.
Now he found himself in a traffic circle in Fallujah along with several of his newly forged closest friends, checking identification papers. Как-то Майк очутился на перекрестке одного из городов Ирака, где проверял документы вместе с несколькими близкими друзьями. Mike was looking at his best friend, chatting when two things happened at the same instant. Майк поглядывал на своего лучшего друга, они переговаривались, когда внезапно произошло два события. A puff of pink mist erupted from his friend's upper torso, just above his body armor, and a single crack of a sniper's rifle pierced the morning heat. Сначала из груди друга, чуть выше бронежилета, вдруг вырвался фонтан красноватых брызг, а долями секунды позже утреннюю тишину нарушил хлопок выстрела снайперской винтовки. The bullet, entering a relatively inconsequential spot just below his collarbone, traveled a destructive path through his upper torso, ricocheting several times off the inside of his Kevlar vest to conduct its fatal business. Попав сначала в относительно безопасное место, чуть ниже ключицы, пуля прошла грудь насквозь, но потом несколько раз отрикошетила от кевларового бронежилета и таким образом совершила свое смертельное дело. Mike sprang into action, ripping off his friend's vest, trying to find the wounds and stop the bleeding. Майк бросился к другу, сорвал жилет, пытаясь найти рану и остановить кровотечение. But there was nothing he could do. Но другу уже было невозможно помочь. It took less than a minute. His last words were, "Sister, my sister." На все ушло меньше минуты, и последними его словами были «сестра, моя сестра». Less than an hour later, Mike's commanding officer was in his face. Меньше чем через час командир Майка кричал ему в лицо: «Ты лжешь! You're lying. This could not have been a single shot from a sniper. Это не мог быть один выстрел снайпера. They're not that good. Они не настолько хороши. What were you doing? Чем ты занимался? Why didn't you move faster to save my soldier?" Ты не мог пошевелиться, чтобы спасти моего солдата? It was at that moment, Mike will tell you, I knew there was no God. Именно в тот момент, скажет вам Алекс, я понял, что Бога нет. Those two were Americans. Это история двух американцев. But the reality is the same for any soldier Но реальность такова для каждого солдата. in any country, В любой стране, at any time in history. в любой момент истории. It's that Jesus loved and respected military people and their families. Иисус любил и проявлял почтение военным и их семьям. He commended the Roman centurion for great faith. Вы помните его комментарий, с которым он обратился к римскому сотнику, и он оставил комментарий о его вере. The Apostle Paul had similar high regard for military. Апостол Павел также уважал военных. He did some of his greatest work chained to a Roman guard. Он осуществлял определенную работу, когда он был в римской тюрьме. Your armed forces represent your nation's outer skin. Ваши военные силы, они представляют эпидермис вашей нации. They're bruised and they're bleeding. На самом деле этот эпидермис кровоточит и весь в синяках. Sometimes they make the ultimate sacrifice on your behalf. Иногда они идут на радикальные жертвы заради вас. The wounds of war take many forms. Раны войны имеют разные формы. Many are to the body. Такие же формы, как и они имеют на теле. But some are spiritual and emotional. Но некоторые из них это духовное, эмоциональное. Combat trauma and post-traumatic stress disorder. Это военное, психологическое, стрессовое расстройство и травмы. The spiritual and emotional wounds heal best from the inside out. Но духовные, эмоциональные травмы лучше всего заживают в середине, внутри. Local churches are God-ordained institutions that can reach across the breadth of your land as a bridge to healing. Поместные церкви – это Богом назначенные институции, которые должны помогать с середины таким людям, военным, которые имеют душевные травмы. Они должны служить таким мостиком для возобновления их духовного состояния. Bridges to healing for thousands of your wounded troops. Это мостики для тысяч раненых солдат. Past and present. Как в прошлом, так и в настоящем.
Today's military people and their families greatly need affirmation, love, encouragement, and warm, accepting community that your church offers. Сегодня семьи военных как никогда нуждаются в поддержке, в ободрении, в принятии, в теплом приеме. То, что может дать только одна церковь. Our prayer is that across your land, your churches will show a heart of compassion to your nation's military. И наша молитва сегодня, чтобы церковь заняла именно такую роль сегодня, проявляя сочувствие, проявляя любовь и заботу о военных. That your church will become a bridge to healing to the soldiers and the veterans in your community. Чтобы ваши церкви стали этим мостиком, который будет ободрять, помогать и приводить в церкви военных и их семьи. It's times like these that the church has the opportunity to show God's love and His gospel. Именно в такие моменты церковь имеет уникальную возможность проявить Божью любовь и поделиться Евангелием. Do you know who has the clicker to advance the slides? That day began an incredible transformation unlike anything I could have ever imagined or created on my own. И в тот день началась удивительная, невероятная трансформация, изменения, которые я не ожидал увидеть. I could never anticipate how God could show me so much. Я никогда не мог ожидать и представить себе, что Бог проявит себя таким образом. On that Sunday, I gave my whole life back to God. В то воскресенье я полностью посвятил свою жизнь Богу. That's because the church reached out to a young female medic. Это только потому, что церковь открыла свои двери для этой молодой женщины, медика военного. You can go to the next one, Jeff. Military in our midst. They're quite likely members in your community and your congregation who are military. Военные среди нас. Я уверен, что в ваших церквях есть военные в ваших рядах. Many are suffering from unhealed inside wounds, past and present, and they also have family members that are suffering. Многие из них страдают от неизлеченных ран прошлого или настоящего, или же семьи, члены их семей страдают очень сильно. There may be members of your congregation or your community whose marriages and families are falling apart. Возможно, в ваших церквях есть семьи, которые распадаются из-за проблем в контексте войны. Or in crisis because of the war and its aftermath. Или же эти семьи в критическом состоянии из-за войны или последствий войны. At this time in your nation's history, there's thousands of soldiers who need your support and your church's support. В это время в истории вашей страны тысячи военных нуждаются в вашей помощи, в заботе, которую может проявить ваша церковь. They need the healing of the local church. Им нужно это исцеление, которое может дать поместная церковь. Sometimes churches they team up with community and business leaders. Иногда церкви объединяются в команду с бизнесменами, с другими лидерами. Also with civic organizations and schools and other helping agencies. А также разными организациями, школами, агентствами. Sometimes they team up with military leaders and chaplains. Иногда они объединяются с военными, с капелланами. As you find military members, you will no doubt wrap your arms of love, compassion, and understanding around their many needs. И когда вы находите военных, очень важно открыть свои объятия для них и проявить вот это сострадание, любовь, переживание и поддержку. Does somebody have a Bible that's willing to read a Bible verse for me? У вас есть Библия? Кто может мне помочь открыть? Whoever gets there first can read it. Кто первый открыл, пожалуйста, читайте. И скажет им царь в ответ: я говорю вам, все, что вы сделали для одного из малых сил, то вы сделали для меня. So if we're helping anybody, soldiers or their families, you're helping Jesus. Поэтому, если вы помогаете военным и их семьям, вы помогаете самому Иисусу. Jeff, can you go to the next slide, please? Следующий слайд, пожалуйста. Whom
What do people from the military need most in your church? Что больше всего нужно военным от вашей церкви? What are some ideas that you have? What do the military need from your church? Пожалуйста, предложите несколько вариантов ответа. Что может сделать ваша поместная церковь? Pray for them. Pray for them, definitely prayer. And go to visit them and minister to them. Pray for them, go to them and visit them. Maybe bring letters to them and bring humanitarian aid. Yep, and so I remember when I was at war, getting letters and humanitarian aid was wonderful. Я помню, когда я был на войне, письма и гуманитарная помощь — это прекрасно. Especially children's letters. Oh yeah, they were, and I was a chaplain, so a lot of times the people with churches or community or schools would send me the letters, and then I would give them to the soldiers. Я был капелланом на войне, и очень часто школы и другие организации присылали свои письма мне, а я передавал их уже солдатам. Matter of fact, there's a church in my hometown that sent some stuff with me for one of your chaplains. На самом деле, одна из церквей в Америке со мной передала также посылку для одного капеллана, который служит сейчас на Украине. What else? What else does the military want from your church? Еще, что нужно военным от вашей церкви? Поддержка семей. The support of То есть families. Support of families. мамам, женам, детям нужна Wives, поддержка. children, they need support. That is very important. Это очень важно. It's now I went to war, and then my wife was back home. She had to be mommy and daddy. Когда я был на войне, моя жена оставалась дома, ей приходилось выполнять роль и мамы, и папы. She had to take care of all 5 of my children. Ей нужно было заботиться о 5 детей. Sometimes I think she had it harder than I did, Иногда я думал, что ей тяжелее, чем мне, because she had to do 2 or 3 persons' jobs. потому что ей нужно было выполнять работу за 2 или 3. If my car broke, I wasn't there to get it fixed. Если моя машина поломалась, меня не было дома, чтобы помочь с ремонтом. Although my church and my community was very good at taking care of her. Но я хочу сказать, что моя церковь и наш город очень помогал в нуждах, которые она имела в то время. Matter of fact, my house was in better shape when I got home than when I left. На самом деле мой дом был в лучшей форме, чем когда меня не было, чем до того, как я был. I threatened to go back to war because there's some projects they hadn't got to yet. Я даже начал шутить. Мне надо поехать на войну, чтобы те проекты, в которых я отстаю, чтобы они были сделаны. It's also easier for the soldier to take care of his military job if he knows his family is being taken care of. И на самом деле солдату намного проще выполнять свою службу, зная, что кто-то заботится, кто-то помогает его семье. What about the soldiers that are they're back from war? They've been to war and they're back, maybe the current war or war in the past. What do they need from you? Хорошо, давайте сейчас рассмотрим военных, которые уже были на войне и вернулись. Что им нужно от поместной церкви? Духовна, душевна підтримка, консультування. Soul counseling support. Yep, counseling is huge, spiritual and emotional. Консультирование – это очень большая необходимость, духовная, эмоциональная. And what else? Еще. Одна из самых огромных проблем One of the most greatest солдат, которые возвратились с фронта у нас, это создание реабилитационных центров. Это архиважно и недостаточно консультаций, потому что многие из них оказались выброшены. Часть из них это люди, которые из Донецкого региона, они не могут туда возвратиться. А ряд солдат, которые воевали за Украину, будучи гражданами Российской Федерации или других, белорусы, и им вообще никуда, некоторые контужены. И вот эти реабилитационные центры, это сейчас одна из самых острых и самых необходимых, то, что нужно внедрять и осуществлять. And the church can fill in the gap where the civic people can't keep up, but the church can help fill in the gap. Но на самом деле именно здесь церковь может принимать активное участие. Церковь может создавать такие реабилитационные центры, тогда, когда гражданское общество более спокойно к этому относится. Now the gospel is the most important need, but sometimes practical needs are met first.
Евангелие и духовные нужды – это важно, но иногда физические нужды стоят даже превыше этого, они на первом плане. I may not listen to you about the gospel if I don't have a home or don't have a job or don't have a way to take care of my family. Я не буду, скорее всего, слушать Евангелие от вас, если у меня нет дома, мне нечего кушать, у меня нет семьи, у меня нет работы. But again, the most important thing is the gospel itself. Но самое важное, конечно же, это Евангелие. We have one person who wanted to say. Oh. Помимо того, что Володя сказал, Besides what Volodya said, ну, как бы контингент, там, the те, contingent, которые those who с оккупированной территории солдаты наши, occupied territory are те, которые с soldiers, России, those who are некуда from Russia, возвращаться, в Беларуси. nowhere to go. Но сегодня еще есть вопрос о наших солдатах, Our soldiers которые вернулись, who are back, получили ранения, who are wounded, были в аэропорту. they were in the airport. Когда они были в аэропорту, они были героями, Airport, they were heroes. а сегодня, когда они But вернулись, today, when they're back, они стали не нужны никому. they're not needed. И для того, чтобы получить ему участника боевых действий, ему нужно обходить эти кабинеты и Доказывать. просто расстегивать свою рубашку и показывать, что он действительно получил ранение и кто он есть такой. И многие из них сегодня от безысходности, из-за того, что они не могут сегодня даже пойти на работу, устроиться, нету работы для них и всего остального. Они просто впадают в депрессию, помимо психологической, они сегодня в алкоголе, в наркотиках. И вот это как бы синдром войны. И помимо того, что реабилитационные центры, нам необходимо еще как-то, я думаю, достучаться до наших властей необходимо, чтобы закон начал работать, чтобы как-то закономерность какая-то, закон все-таки начал работать в сторону этих солдат. И, конечно же, после того, когда мы что-то проявим для них, конечно, их нужно взять и уже в реабилитацию, в реабилитационный центр. Я просто сталкивался сейчас, в последнее время, сталкивался с такими ребятами, с солдатами. И они просто в таком состоянии депрессии, состоянии отчаяния, да, и говорит, что мне делать? У меня есть дом, завел меня в дом свой, говорит, вот у меня есть дом, но что мне делать? Мне надо кормить семью, детей своих, что мне делать? Как бы это на сегодняшний день актуально, это проблема нашего государства, это проблема Украины. Я думаю, что у вас в Америке нету таких проблем, а у нас таких проблем очень много. И это не одна проблема, еще есть много проблем, которые мы... Well, there is that issue in America. A lot of our homeless are veterans. A lot of our homeless people are veterans. На самом деле у нас тоже есть эта проблема. Очень много бездомных – это наши ветераны. So some of the issues are civil and some are church, and they're intertwined. The church has to be the tip of the spear or lead the way. И на самом деле на церковь покладываются очень большие надежды есть, потому что церковь должна быть этим мотивирующим фактором. Она должна инициировать создание всех возможных средств помощи. So the Holy Spirit may have a job for your specific congregation. Поэтому Дух Святой имеет конкретную миссию для вашей церкви. So your church cannot solve all these problems. Ваша церковь не может решить все проблемы. But if the churches work together and with the community, perhaps across the country or even across the world, we can start coming together and having needs met. Но если бы церкви объединили свои усилия, результат был бы намного эффективнее, намного лучше. Не только в рамках вашей страны, но и во всем мире, я думаю. But the Holy Spirit might be telling your congregation to do this or this specific thing. Но Дух Святой, возможно, будет проговаривать конкретно вашей поместной церкви. Сделайте то или иное. Can someone read for me Exodus 17, 8 through 13? Кто-нибудь откройте, пожалуйста, Исход 17, 8, 13. Исход 17, 8, 13.
І дам я тобі та потомству твоєму по тобі землю скитання твого, увесь край ханаанський на вічне володіння, і я буду їм Богом. І сказав Авраамові Бог, а ти заповіта мого стерегтимеш, ти й потомство твоє по тобі в їхніх поколіннях. То мій заповіт, що його ви виконувати будете, поміж мною і вами, поміж вами, і поміж потомством твоїм по тобі. Нехай кожен чоловічої статі буде обрізаний у вас, і будете ви обрізані на тілі задньої плоті вашої. І стане це за знаком заповіту між мною і поміж вами. І кожен чоловічої статі восьмиденний у вас буде обрізаний у всіх ваших поколіннях, як народжений дому, так і куплений за срібло поміж чужоплемінними, що він не з потомства твого. Щодо обрізання, нехай буде обрізаний уроджений дому твого і куплений за срібло твоє, і буде мій заповіт на вашім тілі заповітом вічним. Was that 17, 8 through 13? Это вы прочитали Исход 17? Should have been about Aaron and her. Мы должны были прочитать о Аароне. Пришли маликотяне воевать с Израилем, там припадили. Those are bonus verses. Those are for free. Это бонус был, это же нормально. Давайте еще другой Does прочитаем. somebody have the passage about Aaron and her? He started reading. Okay. Да, продолжайте. Моисей сказал Иисусу, Моисей сказал Иисусу, выбери нам мужей сильных и пойди, сразись с амаликитянами, завтра я встану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей. И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с амаликитянами. А Моисей и Аарон и Хор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалик. Но руки Моисеева оттяжелели, и тогда взяли камень и положили под него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной, а другой с другой стороны, и были руки его подняты до захождения солнца. И не сложил Иисус Амалика, и народ его оставил меча. It's time for the church to hold up Moses' arms. Пришло время, когда церковь должна поддерживать руки Моисея. When our soldiers come home, we need to support them. Когда солдаты возвращаются домой, мы должны поддерживать их. Jeff, can you hit the next slide for me? Следующий слайд, пожалуйста. Now this kind of sums up what we've been talking about. Very short summary. Это очень краткий итог того, о чем мы говорили с вами. Now remember that the government does its job and the church does its job. Мы должны помнить, что правительство должно осуществлять свою часть, церковь свою часть. What combat veterans and their families need are relationships То, что нужно военным, это наши отношения. with Christ and with other people. Взаимоотношения с Христом, с другими. They need care and they need support. Им нужна забота и поддержка. And that includes pastoral care, А также это включает пасторскую опеку. with a lot of the counseling and the praying and the intervention spiritually. Это консультирование, это молитва, это духовная помощь. Care and support is practical help that you mentioned. А также это практическая помощь, то, о чем вы говорили. Before, during, and after deployment. До, во время и после мобилизации. Pastoral care is grief and loss counseling. Пасторская опека также проявляется во время утраты семьей своего члена семьи. Healing for combat trauma. Это исцеление от посттравматического психологического расстройства. Marriage counseling. Также консультирование семейное. Overcoming addictions. Или же преодоление различных зависимостей. Its education might be marriage enrichment. Образование – это может быть вклад в семью. It might be parenting classes. Возможно, это курсы или классы для родителей. Or education on how to handle finances.
или же образовательные курсы по мудрому распоряжению финансами, and help navigating all the available services. или же как объединить, как найти помощь в уже существующих отраслях, которые предоставляются. Can you go to the next slide, please? Следующий слайд. What does combat trauma or PTSD look like? Итак, как выглядит травматический синдром фронтовика? Nobody comes home from war the same way they went to war. Те, кто были на войне, уже не возвращаются домой такими, какие были раньше. There's always work at reintegrating back into your life. Всегда есть всегда нужно преодолеть великую работу, чтобы вернуться к нормальной жизни. And this is a continuum all the way up to PTSD. И это все называется посттравматическое стрессовое расстройство, ПТСР. And everywhere along this continuum, soldiers and their families need the church. И все же на всех этапах ПТСР военным нужна церковь. And remember, the church is more than a social organization. It's the church, it's the body of Christ. И помните, что церковь это нечто больше, неж социальная организация. Это тело Христово. A lot of civic organizations address this sort of thing, and some of them do it very well. И многие гражданские организации на самом деле разработали механизмы помощи людям с ПТСР. Они хорошо с этим справляются. But the church is the one that represents the cross of Jesus Christ. Но церковь представляет крест Иисуса Христа. The church is the one that can heal the eternal wounds, or Jesus can through the church. Она может помочь излечить раны духовные, раны психологические, внутренние. Can you go to the next slide? Пожалуйста, следующий слайд. What does combat trauma or PTSD look like? Итак, как выглядит посттравматическое стрессовое расстройство? Again, PTSD is a medical diagnosis. Итак, ПТСР – это медицинский диагноз. Chaplains shouldn't be diagnosing PTSD. На самом деле капелланам не должны ставить такой диагноз. Wives shouldn't be diagnosing PTSD. Женам также не должны ставить такой диагноз. Neither should first sergeants or commanders. И так само и сержанты или командиры тоже. But we can still recognize symptoms. Но мы можем увидеть симптомы, признаки. And sometimes combat trauma and PTSD look very much alike. И очень часто ПТСР выглядит одинаково у всех. So some of the physical descriptions, a vacant stare, the veteran might be just staring off into space. Итак, какие же признаки физические? Это пустой взгляд, взгляд в никуда. Then there's also flashbacks. А также яркие воспоминания о травмирующем событии. And there is a wide variety of flashbacks. И есть очень разные воспоминания. The minor flashbacks, a smell or a memory or a taste or a sound might bring back emotions from combat. Это может быть запах или вкус, или какое-то мимолетное воспоминание о том моменте, который человек пережил на войне. It's in the extreme case, the veteran actually thinks they're back at war. И самая крайняя степень это когда человек чувствует, что он вернулся на войну. Now I had some kind of on the minor end of flashbacks. You had? У меня были мелкие, яркие воспоминания. I always knew where I was and that I wasn't at combat. Я всегда понимал, где я нахожусь физически. Я не на войне. But different things would bring back the emotions, and I almost felt like the combat, even though I knew combat wasn't going on, I almost felt like combat was going on. Но это больше на уровне эмоций. Я ощущала эти переживания, как будто бы я вернулся в состояние войны. It's also I was very easily startled. Также у меня были чувства такого сотрясения, например. My son used to like to watch me jump. Это чувство, когда
Мой сын очень любил видеть, как я подпрыгиваю. You want to see dad jump, and then he would slam a book. Мой сын говорил, хотите увидеть, как папа прыгает? И он кидал на пол книгу, и я подскакивал. He ended up going to combat himself 6 years later. Через 6 лет он тоже попал на войну. I did not return the favor. Я решил таким образом не шутить. Here's some other symptoms of PTSD or combat stress. Excessive sweating, Еще следующие признаки – это чрезмерное потовыделение, rapid heart rate or rapid breathing. учащенное сердцебиение. A lot of combat veterans have nightmares. Очень многие имеют кошмарные сны. There's some combat vets from World War II that are 40, 50, 60 years later are still having nightmares. Многие люди, которые прошли через Вторую мировую войну, 40, 50, 60 лет спустя все же имеют эти симптомы. Sometimes violent outbursts Иногда это вспышки ярости or chills. или озноб. Hyperarousal or hypervigilant, always being aware, extra aware of what's going on. Это очень часто перевозбуждение, сверхбдительность. Being tired for no reason. Или же необъяснимая усталость, без причины. Then other physical ailments. Или же другие физические болезни. Can you go to the next one, Jeff? There's some emotional as well. Также есть эмоциональные признаки. Detached shock. Это состояние отстраненности. And some of these you already mentioned, anger, depression. И вы уже упоминали эти признаки: гнев, депрессия, Panic. паническое состояние And you talked about this, a feeling of helplessness, и чувство беспомощности, a feeling of despair and hopelessness. чувство отчаяния, безнадежности. And of course the church contains the answer, it knows the answer. Конечно же, церковь знает ответы на все эти вопросы. Jeff, can you hit the next slide? What about cognitive? Итак, какие познавательные признаки? Confusion, Замешательство, trouble with decision making, трудно принимать решения, poor memory. нарушение функций памяти. Again, going back to the hypervigilance, alertness, either very, very alert or not alert at all. Также состояние ума, либо очень большое перевозбуждение, или наоборот, апатия и медленное мышление. And of course, kind of like flashbacks, re-experiencing the trauma. А также повторно переживают травмирующие события. How about behavioral? Хорошо, Next slide, что please. касается поведенческих характеристик. Eating changes, Это перемены в приеме пищи, withdrawal from family or withdrawal from close friends, уходит в себя, отстраняется от семьи, от друзей. poor hygiene, Не следит за гигиеной, не следит за собой. or not taking the interest in things that the soldier really used to enjoy, they no longer enjoy. Падает интерес. То, что раньше было интересно, на данный момент неинтересно. Sleeping problems, either sleeping too much or can't get to sleep at all. Проблемы со сном. Либо слишком много спит, либо не может спать. And then some soldiers returning, they self-medicate with drugs or alcohol. И очень часто такие люди решают совсем неправильно. Решают проблему с помощью алкоголя и наркотиков. Can you go to the next slide, please? Следующий слайд. The soldier's not the only one that goes through this. Family members go through it. It's called secondary trauma. Не только военные имеют ПТСР, но также и их семьи. Это называется вторичная психическая травма. Not only worrying about the danger of your loved one, but seeing a change in their behavior. Они не только переживают о члене семьи, которого они очень любят во время его отсутствия, но и переживание, что делать с этими симптомами у военного, который вернулся домой. Some returning soldiers can be very difficult to live with. Некоторые военные, которые возвращаются домой, с ними очень трудно уживаться. Sometimes for just a short period of time, Иногда это только на краткий период времени. and sometimes unless you get help, it could be for a very lengthy period of time. Если не оказать помощь, это может быть очень длительный. It's one of the reasons families and marriages are in trouble because the spouses and the moms and dads are going through secondary trauma. Вот почему большой проблемой является семейная проблема в семьях военных. Мамы, папы проходят через кризис в отношениях.
So go to the next slide, please. How much time do we have? Oh, we're doing well. Somebody tell me, even if the answer seems obvious, tell me why your church should be involved. Даже если вы хорошо понимаете ответ на этот вопрос, озвучьте, пожалуйста, его. Почему ваша церковь должна принимать участие? Because nobody else will care for them. No, again, the least of these. The world's not caring about them. The government may not seem to care about them. You know, who's going to care about them if the church doesn't? Да, если правительству они не нужны, людям, стране в целом они не нужны, то кому им помочь, как не церкви? Why else should your church be? Почему ваша церковь должна принимать участие? Что вы говорите? That's the only opportunity. It's the only opportunity. It's who can heal the deep, dark soul wound? Кто может исцелить глубокие душевные раны? Jesus. And who's been mandated to share and tell about Jesus? А кому было оставлено большое поручение идти? Can someone read for me Galatians 6:2? Кто из вас прочитает Галатам 6:2? Носіть тягарі один одного і таким чином виконати закон Христа. We've been mandated by our Lord to carry each other's burdens. Сам Господь сказал нам помогать друг другу нести бремена. The effect of combat trauma on the soldier and the family is a deep down soul wound. На самом деле ПТСР – это глубокая душевная рана. It's a wound which, no amount of pharmacology, behavioral therapy, psychological counseling, or any other human intervention can truly heal except for what the Lord can do. Это рана, которой не могут помочь никто, ни фармацевты, ни врачи, ни психологи, консультанты, ни любой другой специалист не может помочь. Только это должен быть духовный наставник. We talked about physical needs, emotional needs, even some behavioral needs. Мы говорили о физических нуждах, о поведенческих и о физических нуждах. And those are very, very important. Это очень важно. But the most important one is spiritual. Но самое важное нужда – это духовное. Can you hit the next slide, please, Jeff? Следующий слайд. Some soldiers feel that they've been abandoned by God. Of course, God has not abandoned them, but they feel abandoned by God. Некоторые солдаты, военные, чувствуют, что Бог их оставил. Он их не оставил, но они имеют это чувство. Some soldiers find it very difficult to pray. Некоторым очень трудно молиться. They have doubts about core beliefs. They have doubts what they grew up believing and know to be the truth. And when they experience combat, they start doubting what they believe to be true. Некоторые испытывают сомнения в основополагающих аспектах веры. То, в чем они никогда не сомневались, сейчас они поддают сомнениям. And once you've experienced the atrocities of war, you may have no desire for righteousness. Иногда человек увидел все ужасы войны, и после этого пропадает желание жить праведной жизнью. Many soldiers and their families are angry at God. Многие военные и их семьи испытывают обиду на Бога, злость. They're in good company. Even the psalmist quite often was angry at God. У них есть хорошая компания. Даже псалмопевец, вы помните, имел это чувство обиды на Бога. Sometimes it's very hard for them to be thankful. Иногда очень тяжело благодарить. They feel alienated. They feel distant from their church and from their church family. Они имеют чувство отчуждения со стороны церкви или друзей. They can lose their faith or lose their hope in God. Они могут потерять веру, они могут потерять надежду. That's where the church needs to speak loudly. Именно в этот момент церковь должна громко проговорить. With words and action. Словами и действиями. Can you go to the next slide, please? Your church is a community. It's a family. Церковь – это община, это семья. It offers relationships. Она предлагает взаимоотношения.
Unconditional acceptance and understanding. Это безусловное признание, безусловное понимание. That's easy to put on a slide. Очень легко написать и поместить на сайт. But when a soldier's behaving very, very badly or having angry outbursts, it's very difficult to do. Но когда у военного на самом деле есть эти проблемы, очень сложно таким образом помочь человеку. But a church is called to do it. Но церковь имеет это призвание. We don't excuse bad behavior, but we love the person anyway. Мы не находим оправдания плохому поведению, но мы ищем способы, как помочь человеку. Also recognition that God is the healer. А также признание того, что Бог – это исцелитель. And the strategy, one of you mentioned at the very beginning of this session, the biggest strategy is prayer. Стратегия. Некоторые из вас упоминали в самом начале нашей секции молитву. In a service to others. So if you're serving the soldier, you're serving the family, you're serving Christ. И служение другим. Если вы служите семьям военных, вы служите самому Христу. And again, Christ himself has called us to bear each other's burdens. И сам Христос призывал носить бремена друг друга. Can you go to the next slide? A lot of churches are intimidated about helping soldiers. Некоторые церкви сомневаются, они не знают, какие ресурсы нужно иметь, чтобы начать проявлять помощь военным. The problems are too big for your church alone to fix everything. Проблема очень, чрезвычайно большая для вашей поместной церкви, и вы не знаете, с чего начать, как решить проблему. One of the things, can you go to the next bullet? One of the things for your church to do is decide what your strengths in your community, what are the strengths of your church? И один из начальных этапов, с чего может начать ваша церковь, это определить уже имеющиеся сильные стороны. What are you already doing for your community? Что вы уже делаете для вашего города? Do it for your soldiers as well. Делайте то же самое для военных. Can you hit the next bullet, please? Maybe establish a team in your church that's specifically concentrated on the military. Возможно, стоит в церкви создать команду, которая будет заниматься служением военных. To keep the needs in front of your congregation, in front of your pastor. И это команда, которая всегда будет продвигать нужды военных перед церковью, перед пастором. Can you hit the next slide? Следующий слайд. Find out what other churches are doing, how if this church is doing it. That's why things like the EELF are so important. You can find out what other churches are doing that are helping soldiers and their families. And maybe your church can do the same thing that the other churches are doing that is working well. You can also find out what's not working. Узнать, что действует лучше, что действует хуже. Это значит найти другие церкви, которые занимаются подобным служением, и, возможно, объединить усилия. Next one is, get the next bullet, please. Be creative. Следующее. Использовать творческий подход. The Holy Spirit may have some unique ideas for your church. Возможно, Дух Святой подскажет уникальные творческие идеи именно для вашей церкви. Can you hit the next bullet? Just do it. Действуйте. Good intentions don't do anything. You have to do something. Благие намерения не помогут. Нужно действовать. And we've got a few extra minutes, so what are some of your questions or comments yourself? У нас осталось несколько минут. Пожалуйста, какие вопросы у вас есть? Или комментарии, кто хочет высказаться? У меня есть хороший друг, коллега, капеллан, который уже год служит в одном подразделении. И он говорил, что ему намного легче служить солдатам на теме любви к своей стране, к своей земле, потому что наши солдаты воюют на своей земле. И он говорит, что он был на семинарах поначалу, год назад к нам приезжали, и он в Киев сюда приезжал, как вы, капелланы из Штатов, и он сделал такое заключение, что у вас нет этого опыта. Ваши солдаты, по крайней мере, Соединенных Штатов Америки, они воевали всегда за пределами своей страны. А наши солдаты, они откликаются, то есть у них сердца, если солдат мотивирован любовью к стране, если
поместная церковь тоже исповедует любовь к своей земле, к своему народу, то вот этот правильный патриотизм – это очень хорошее основание для капелланского служения. И солдаты открытые, и капеллан может доносить вот эту мысль, что мы любим свою землю, мы воюем на своей земле, мы ее защищаем, и в этом плане легче служить, мотивация другая. The motivation to fight is much greater when it's on your own soil. Мотивация воевать всегда намного сильнее, эффективнее, когда речь идет о вашей территории. Солдаты воюют здесь, на вашей территории. Even in the book of Nehemiah, they were rebuilding the wall, and he had the families fight right near their own home because they'd be more willing to fight and build it near their own home. Неемия, также в книге Неемии вы помните народ, который сражался, они отстраивали стену, и он использовал семьи, которые строили прямо возле их домов. То есть намного больше мотивация у людей, когда они защищают свое. Сложно тем, что враг, он понимает, и мы говорим на одном и том же языке. А когда происходит война, и когда тебя просят добей врага, тебя легко, тебе не жалко свинца. Нашим солдатам особо трудно, потому что на одной стороне отец, а на второй стороне он стреляет артиллерией в своего сына. Здесь брат, а здесь родственник. И они стреляют в друг друга. Сложность ситуации в том, что у некоторых жены пошли воевать за ДНР, а он пошел воевать за Украину. Он стреляет, и он стреляет там его дом. Он стреляет в свой дом, потому что там его родственники. Эта ситуация очень сложная, и то, что говорили вы, мотивация. Okay, thanks. Спасибо. Спасибо.